Уберите людей из власти, которые сейчас системно воруют. Увольняешь его и вешаешь ему так называемый черный ярлык. Если вы нам запрещаете давать взятки, это работаете сами. Запугивание. Система кумовства. И не надо тем, кто оступился, давать второй шанс. Я не даю взятки. Я оказываю на них давление, чтобы они сделали то, что должны по закону. Почему в России воруют? На уровне преданий, на уровне сказок, на уровне легенд, на уровне социально-бытовых отношений в России, да и не только в России, во многих странах возведено в культ такое система кумовства, взяточества бытового уровня. Поэтому, на мой взгляд, следует четко разграничить две истории. Система бытового, взяточества, коррупции, воровства, это такая бытовщина, да? И система такого по-крупному, специальные схемы, такие распилы и так далее. Это все-таки разные вещи. Бытовая возникает как следствие, все так делают, и я так делаю. Более того, при этом люди смотрят на два источника. Люди, которые вокруг них, и, такие правители или главные знаковые люди страны. Вот поэтому это будет продолжаться веки вечные, пока не случится, пока среди бытовых людей, среди обывателей, давай так назовем, не возникнут защитники, которые за другой порядок, когда те люди, которые бы не воровали и не брали бы в каких-то условиях, увидят поддержку. Раз. И второе, эти люди увидят ролевые модели во власти. Два. Предположим, на бытовом уровне мы увидели обывателей, которые, вдохновившись находящимися рядом защитниками, полицейскими, милицией, которые кристально чисты. И вот уже общество, казалось бы, и готово, в общем-то, на бытовом уровне сказать, все, на бытовом уровне не будем взятки брать, давать. Все, можно жить по-другому. Но вот бы хрен, нет такого. Потому что полицейские или милицейские, они же тоже люди. И они же тоже в вертикали власти пресловутой находятся. Они говорят, в смысле? Как это мы не будем в схеме? Наши-то вертикальные, которые выше нас, они-то вон, а мы-то как не будем? В смысле, мы тоже чуть-чуть. У вас когда-то воровали? Да, воровали, конечно. Однажды я обнаружил целую группу людей, которые занимались, грубо говоря, воровством электричества. Знаешь, как это было? Это вообще просто, хохма сейчас, но тогда это был просто ад. Мы заметили, что у нас электричества стало не хватать на базе. И так все обосновали, что мы заплатили и поставили дополнительную подстанцию. И потом, смотрите, через 3 года вскрылась афера. Короче, эти товарищи, сделав группу лиц в сговоре, хозслужбы, главные инженеры и так далее, они, увеличили мощности и проложили кабель, на соседнюю площадку. Торговали электричеством. У нас компания, за все платит, да? А они, за налик, получают бабки от соседней организации. После этого, собственно, я заказал полиграфическое исследование всего персонала, людей на всех базах. И, в принципе, очень быстро выявили мы красные зоны. В принципе, просто потом служба безопасности, HR и так далее установили наблюдение за этими людьми. И мы выявили еще несколько групп, которые, уже не электричество приторговывали, а другие какие-то махинации, откаты или это все. Вообще в России очень много воруют. Такое прям ощущение, что воровство — это такой узаконенный способ добрать то, что тебе не доплатили. Каждый год мы выявляем какое-то количество случаев, но сейчас все больше и больше мы уже перестраиваемся на превентивные меры, профилактические меры и так называемые предиктивные меры. Есть просто люди, которые никогда не возьмут ни своего. Большинство людей относятся к тем, которые, скорее всего, будут брать в зависимости от контекста. То есть, если рядом с ними очень много людей, которые берут, они тоже присоединятся и будут брать. И, собственно, мы действуем здесь четко по науке. То есть мы повышаем количество людей, которые вовлечены в процесс, что никогда, ни при каких условиях не будем воровать. Соответственным образом, ядро людей, которые никогда нигде расширяется, это влияет на то, что и те люди, которые потенциально бы могли, они не воруют. И у нас остается 10% людей, которые,
какая бы ни была среда, они все равно склонны к тому, что участвовать в схемах, воровать и т.д. То есть нам остается среди этих 10% людей вести профилактическую работу. Самая простая профилактическая работа состоит из двух подходов. Первое – запугивание. Запугиваем мы очень просто. Если обнаружили одного вора, на виселицу его раз, все, и показываем, всех вводим. Вот со всеми, кто будет так же. Это обычный подход демонстрации. И еще 20% других – это совершенствование бизнес-процессов компании. То есть двойная запись, то есть тогда, когда что-то взятое, несанкционировано, быстро обнаружено, быстро выявлено, тут же все начинают сутиться, где, в процессе инвентаризации там, или чего-то. Это очень сильно повышает так называемый профилактический метод. То есть все, что быстро может быть выявлено, а не выявлено когда-то там, когда уже рак на горе свистнет, то так называемый transparency, то есть прозрачность деятельности фирмы сильно повышает профилактический аспект. Есть ли у вас история человека, который относится к тем 10%, который при любом случае, что бы вы ни делали, будет продолжать воровать? Конечно, у меня были случаи, когда самые доверенные люди, которые я считал, что вот они там со мной пуд каши съели и так далее, и я никак не мог на них думать вообще ничего, да, именно вдруг оказывалось, что все показания идут на этих людей. И тут скорее моя ошибка заключается в том, что я долго отказывался этому верить. Но дело в том, что мое наблюдение или наше с Сергеем Колесниковым наблюдение и вот это поощрение, оно и служило тем, что это как бы узаконивало, да, такой подход. И, конечно же, на некотором этапе, давно, это лет 20 назад, мы отказались от подхода, полностью поверив науке. А наука говорила следующее, что если человек относится к тем 10%, и он уже начал системно брать, воровать, начал. У нее активировался определенный способ предпринимательского мышления, подчеркиваю. Вот такое предпринимательское мышление, понимаешь? И вот такие предприниматели, понимаешь, они все неискоренимы. Ты знаешь, все эти предприниматели, это как бешеные. Если вот программа там заряжена, все, она будет работать. Поэтому с таким предпринимателем, да, надо поступать тоже по-предпринимательски. Знаешь, как секир-башка. Все. То есть раз, увольняешь его и вешаешь ему так называемый черный ярлык. И я лично выделяю особо мощным рецидивистам, которые долго под прикрытием что-то работали и нанесли значимый ущерб, и их пропустили вот эти вот все службы сканирования, да, я лично выделяю, например, $200 000, чтобы после увольнения за ним всегда черная метка ходила. И когда мы первый раз применили такой подход, я помню, бывший директор одного из заводов, который проворовался, он потом 5 лет не мог устроиться вообще ни на одну работу. Потому что как только он приходил, за ним приезжала черная метка. Поэтому люди, кто что-то там в мутных схемах воду мутит, должны знать, что если они нарвутся на такого, как принципиального человека, а таких, кстати, много, они просто не афишируют, не говорят об этом, потому что это, не камильфо, так сказать, считается, как же так? А я не стесняюсь об этом сказать. Я считаю, это важнейший фактор того самого повышения количества людей, которые в этом контексте скажут: да нахер мне это надо, я не буду. Я говорю, вот и договорились, вот он, что называется, общественный договор. У нас там все эти говорят: нам нужен общественный договор, чтобы в России коррупционеры не воровали. Я говорю, очень просто. Уберите людей из власти, которые сейчас системно воруют. Для начала раз. Уберите людей, которых весь мир знает, что они системно приносят ущерб экономике страны. Неэффективные управленцы. Их много. С этого надо начать. И дальше каждый раз высевайте людей через лидера России. Есть такую хорошую программу, Кириенко с ребятами сделали. Отличная программа. Высевайте людей через лидера России, то есть проверяйте их и расставляйте на эти посты свежий молодняк, который пугаете всегда, демонстрируя ему, что стало с теми людьми, кто, оступился. И не надо тем, кто оступился, давать второй шанс. Не надо. Игорь, сталкивались ли вы с коррупцией и когда последний раз давали взятку? Последний раз, когда регистрировали это здание, они вымогали с нас $500 000. Так просто, говорит, у нас невозможно сделать то, что вы хотите внести в кадастр здание, которым я владею. Юрист занимался. Потом мне пришлось туда поставить не юриста, а решалова.
Ну, в общем, после 3 месяцев очень настойчивого пояснения этим товарищам, что никаких денег они не получат. А вся эта шайка-лейка, которая затягивает процесс включения здания в реестр, согласно всем бумагам, которые есть, будет подсвечено, вот все начало двигаться. Я не даю взятки. Я делаю так, чтобы те, кто должен по закону что-то, я оказываю на них давление или нахожу способ, чтобы они сделали то, что должны по закону. Чем больше будет людей, которые принципиально, первое, делают так, умеют оказывать давление, вырабатывают в себе компетенцию, уметь противостоять злоупотреблениям власти и контроля, тем быстрее наша страна очистится от этой штуки. Игорь, 20 лет назад вы были совсем в другом статусе и с другим капиталом. Сейчас не давать взятки стало легче? В ранние 2000-е годы мы с партнером вообще решили освободить компанию от каких бы то ни было даже сомнительных, так называемых сомнительных расходов, которые можно было классифицировать как там подарки, стимуляции и так далее. Вот нам, правда, тебе скажу, менеджеры вообще не поверили. Менеджеры, кто с нами работал, он сказал: вы что, крыша поехала? Если вы нам запрещаете давать взятки, это работаете сами. Мы говорим: в смысле? И это реально мы столкнулись с огромным саботажем людей внутри компании, которые считали, подчеркиваю, считали искренне в воспитательном суждении, понимаешь, это установка, что без взяток, без каких-то, знаете, таких вот элементов вась-вась, там где-то не подмажешь, не поедешь, да, нельзя. И помог, как всегда, случай. Однажды, не помню, когда, в 2004, что ли, наступил очень жесткий кризис. И, в общем, денег не стало, и мы сказали менеджерам: пошли нахрен. Кто не умеет обходиться без всяких агентских схем и так далее, не умеет, уходить, и мы оставим места для тех, кто возьмется. А те, кто взялся, это в основном были, давай так, знаешь, кто сказал: ладно, если эти ребята говорят так надо, значит так надо и точка. То есть они не верят в то, что это получится, но, знаешь, они верят нам. И получилось, некое чудо, что через 3-6 месяцев, в такой период, у людей стало получаться, они стали внутри компании рассказывать, что, а дальше мы стали просто системно, увольнять тех, у кого не получается, и кто требует, чтобы мы там продолжали работать с этими комиссионными агентами. Так мы избавили компанию от каких-то потусторонних расходов. Игорь, есть такая поговорка в народе: сколько у государства не воруй, все равно своего не вернешь. Это так про налоги говорят. И у нас в обществе неуплата налогов как-то сильно не порицается. Как вы думаете, не платить налоги – это воровство? Я думаю, это воровство у себя. Я очень недоволен, как администрируется расходная часть бюджета Российской Федерации или муниципалов. Но невзирая на это, я все-таки скажу, что нельзя воровать у себя, надо платить налоги. Но мой аргумент, он больше касается все-таки средних и крупных предприятий. Я достаточно хорошо понимаю малый бизнес, и я понимаю следующее, что весь малый бизнес вместе взятый дает 5% налоговых поступлений России. И, например, сейчас, после коронавируса, да и вчера, в общем-то, и завтра тем более, я бы вообще весь малый бизнес, грубо говоря, освободил от налогов. Я бы так сказал, радикальное снижение для малых предприятий, для самозанятых и так далее. И внедрение просто такого механизма, когда можно видеть их. То есть не взимать налоги, а администрировать их, видеть денежные потоки и так далее, чтобы как только стал подрастать, сразу под налоги. Игорь, как вы считаете, нужно ли сажать за экономические преступления? Слушай, еще несколько десятков лет Сингапур был просто такая провинция в Юго-Восточной Азии, беднейшее место, а сейчас это одна из процветающих локаций. Да? И все, с чего начали отцы-основатели Сингапура, это следующее, что всех, кто воровал на самом верху, всех посадили для начала. Там творилось невероятное возмущение народных масс, прежде всего возмущение, так сказать, богатых людей при власти, да, когда Ли Куан Ю, будучи перед выбором, а как, да, он воспользовался подходом, начни с себя. Поэтому
Тюрьмы в Сингапуре были наполнены первыми властными людьми, большими руководителями, которые халатно относились к государственным бюджетам, или руководителями компаний, которые не смогли на своих предприятиях обеспечить порядок, а они не были наполнены людьми, которые там, значит, 3 колоска украли. Сложилось даже поверье в некоторых странах, что типа, если ты украл, значит, 100 рублей, то ты вор, а если миллиард, то ты предприниматель. Вот. Поэтому смотри, какое двойное зло. Да? Во-первых, закрепляется на уровне подсознания, что если ты много украл, то ты типа схему там выстроил, то ты предприниматель. Гробится понятие предпринимателя, а предприниматель — это человек, без которого обновление экономики и строительство новых дорог невозможно. Видишь, и сплошное зло. И так во многих странах мира. Вот поэтому на вопрос, нужно ли сажать, нужно сажать. Раз. И второе, нужно сажать соответствующих лиц, а не кого попало. Вот. Но эта тема такая, знаете, я бы ее не педалировал, потому что, знаешь, тема изменения системы самая, всем хочется о нее пообсуждать, но никто не хочет признать, что он и есть часть и винтик этой системы, он шестеренка этой системы. Вот и все. Поэтому изменение любой системы начинается не с ломки существующей системы и перестраивания на другую. Это невозможно. Любая существующая система имеет запчасти, имеет способность восстанавливаться, самозалечиваться. Изменение любой системы начинается 40 лет назад или 20 лет назад. То есть сейчас, влияя на детские садики, школы, демонстрируя другие ролевые модели людям. Не те ролевые модели, бандиты, которых видели прошлые школьники. Бандитов видели все люди, которые сейчас занимаются распилом госконтрактов. Да, вроде им говорили, это плохо делать, но они видели, когда люди берут не свое и становятся очень уважаемыми в обществе людьми. Поэтому как вы думаете, они будут вести себя, когда они стали большими дядями? Как? У них другого образца поведения не было. Вот и все. Поэтому сейчас детские садики и школы, другие ролевые модели, другая литература, перенастройка школы и детского садика, чтобы в школе не Чехова преподавали, и Тургенева, безбожно устаревшая классика, прекрасная классика, как я ее люблю, но не актуальная, а преподавали то, как люди своими руками благоустраивают свою страну. Какие-то люди, которые сидели за этой партой в их школе, рядом с этими же одноклассниками. Вот, где выпускники этой школы? Ты говоришь, нет. Я говорю, вот представьте себе, что бывает с человеком, когда он не знает, что случается с выпускниками в этой школе. А ничего, у него нет будущего. А потом у него появляется будущее, когда он видит людей в черных плащах и в бумере, которые берут не свое, и они романтизированы советским или российским кинематографом. Романтизирован. Это романтика такая. Бумер, черный бумер. Взял не свое, и тебе ничего не будет. Ну, правда, они все там потом кирдык в конце фильма, но, извините меня, молодежь не досматривала до конца фильма, она уже по воспитательному эффекту знала, бери то, что тебе принадлежит, а нам принадлежит все. Вот какой воспитательный эффект. Поэтому вывод один. Детские садики, школы. И любое изменение системы, которое будет приносить что-то другое, будет не раньше, чем через десятки лет. И точка приложения наших усилий — это не Майдан, не площади, там, голосования какие-то. А наша точка приложения — это детские садики, школы, это наши дети, если хотите. Это наше то, что будет по-другому дальше строить отношения в стране. Игорь, я правильно понимаю, что мы не застанем те времена, когда воровства в стране не будет? Пока каждый из нас является винтиком и шурупчиком, воспроизводящим то, что нам не нравится, мы никогда не застанем то, о чем ты говоришь.